Минуточку внимания, ребят! Как вы знаете, не так давно мы снимали видеоролик, в котором заменили спицы велосипеда на спагетти, и этот выпуск вам очень сильно понравился. Поэтому мы придумали еще одну идею, в которой хотим заменить спицы велосипеда на кое-что интересное. И как только на этом канале наберется 150 тысяч подписчиков, мы сразу же выложим этот ролик. Поэтому, если ты все еще не подписан на наш канал, сделай это прямо сейчас. Ну а мы начинаем. Паха, я попал в тебя! Нет, не попал! Да я видел! Нет! Всем здорово, чуваки! Я думаю, каждый из вас когда-нибудь играл в войнушку, и у вас наверняка были какие-нибудь либо автоматы, либо пистолеты. Так вот, сегодняшний ролик пойдет как раз таки о них, и мы хотим узнать, на что способен игрушечный пистолет, насколько он опасен. Давайте это узнаем. А использовать мы будем следующие виды оружия, от самого дешевого до самого дорогого в такой гигантской коробке. Самый дешевый у нас стоит 330 рублей. Это такой вот маленький пистолетик, я не знаю, насколько он мощный, выглядит он, конечно, вообще никак, но мы это узнаем. Далее у нас идет в средней ценовой категории вот такой вот автомат. Стоимость его 819 рублей. И выглядит довольно внушительно. Ну и вот такой вот гигантский. Стоимость его 1359 рублей. Не знаю, к чему прям такая точность 359. Почему не 350? Так. Этот дешевый пистолет ощущается в руках как какое-то реально барахло, какое-то дешевое. Видно, что выполнено все некачественно. Ну, 330 рублей. Что мы ожидали? Пульки. Я помню, когда из такого пистолета стрельнул в своего друга, у него был синяк. Получается, что такие пистолеты или автоматы могут быть достаточно мощными. Опа! Давайте посмотрим, как он стреляет на примере нашего стаканчика. Я буду стрелять вот отсюда, вот этой стенки. Надеюсь, прицел не сбит. Слушайте, ну я прирожденный снайпер. Выстреливает он достаточно неплохо. Ну-ка, подожди, ну-ка в тебя давай стрелю. Нет, боюсь, я боюсь. Так, а следующее вот такой вот автомат. Кстати, почему мы взяли именно вот такой цены разные автоматы и пистолеты? Потому что в магазине вот этот был самый дорогой. Твою мать. Паха, дай мне пилочку. Даже у пистолета все гораздо проще было, удобнее. Оптическую эту штуку оденешь? Да. Одень, чтобы не промазать. Стрельнем еще раз по стаканчику. Через прицел. Окно не разбей. Окей. Ну сильнее, слушай, по звуку даже. Слушайте, пружина гораздо жестче, мне кажется, поэтому стреляет круто. Я понял, здесь есть прицел, смотри. Сейчас по нему будем стрелять. Раз, два. Автомат какой-то вообще неточный. Ну-ка еще раз вот так вот. Без глушителя стрельнем. Давайте поближе возьмем расстояние. То ли лазер кривой, то ли я косой. Ты косой. Походу я реально, блин. Пробьет стаканчик или нет, сейчас узнаем. Раз, два. По-моему, да. О, смотрите, ребята, его насквозь прошило просто, вот. Интересно, что будет вот с этим дробовиком? Подожди, давай я тебе... Нет. Не попал. Через джинсы пробьет или нет? А, нет, я боюсь. А, все, пульки закончились, Мне повезло. Повезло, да. Ну, давайте перейдем к самому дорогому оружию. Итак, барабанная дробь. О, Выглядит симпотно. выглядит круто. О, ощути приклад. Ух ты, нифига. Офигеть. Вот какую-то железячку, короче. Да, он тяжелый очень. У нас есть вот такие вот пульки. Хватит. Ты боишься, что я тебе ногу прострелю? Дробью. Дробью, да. Как он заряжается? Ну вот это, наверное, штука шик-шик, как на дробовиках. Логично. Ставим новый стаканчик. Для безопасности наденем маску. Мне было бы не очень приятно, если бы пулька отлетела мне в глаз. Фаер! Еще сильнее даже, Да. чем предыдущий. Ну тут хотя бы прицел нормальный, блин. Давайте глянем на стаканчик. Офигеть. Он с этого расстояния пробил. Здесь 3 метра. Цена каждого из этих ружей, я считаю, оправдана. Я думал, они будут отличаться чисто наворотами, каким-то внешним видом, но на самом деле мощность у них сильно отличается в зависимости от их стоимости. Это очень круто, это нам на руку. Я думаю, сейчас мы узнаем настоящую мощь этого оружия. Итак, ребята, смотрите, у нас есть 10 фоторамок. Почему мы взяли именно их? Потому что сюда очень удобно вставить слои, ну еще потому, что нам просто лень делать рамки. Если есть готовые, зачем их делать? Но для начала давайте их распакуем и установим сюда первые слои. Посмотрим, пробьет ли наш первый пистолет. Теперь извлекаем стекло и картон, который находится внутри. Первое, с чего мы начнем, это будет фольга. Мы уже установили ее в рамке, и у нас их здесь 10 слоев. Заднюю сторону рамки мы вырезали для того, чтобы здесь была только фольга. И в нее мы и будем стрелять. Устанавливаем рамку в нашу конструкцию.
Есть. Мы готовы начинать. А первое, с чего мы начнем, это с самого дешевого пистолета. Посмотрим, сколько слоев фольги он пробьет. Мы специально установили на столе вот такой вот брусок. Мы будем упирать в этот брусок оружие для того, чтобы эксперимент был максимально объективным. Поэтому, в принципе, мы готовы. Давайте начнем. Заряжаем пистолет. И я готов стрелять. Раз, два. Блин, я испугался, думал, он даже один слой не пробил. Но он пробил все-таки, посмотрите. Раз, два, смотри, как красиво вот это выглядит. И все. Подожди, нет, даже второй слой он не пробил. Получается, этот пистолет пробивает всего один слой фольги. На самом деле, я думал, что он будет настолько слаб, что даже один слой не пробьет. Но это все равно прогресс, я считаю. Давайте перейдем к следующему оружию. Сейчас я думаю, что он пробьет максимум слоев 5. Ну давайте посмотрим. Так, я надену маску на всякий случай, чтобы мне не отлетело ничего в глаза. Потому что выстрел уже помощнее. Раз, два. Вау. Раз, два, три, 4, 5. Как я и думал. Такой вид, как будто настоящая пуля пробивает какие-то слои металла. Последний, как видите, порвался, потому что пуля просто потеряла свою скорость. Но это было достаточно мощно. Ну что, покажет нам самое мощное оружие? Блин, я боюсь, что он пробьет 10 слоев уже. Ну что, ребята, дробовик готов. Я тоже готов. Раз, два, погнали. А где пулька? Что такое? Опа, вот сейчас вот было, блин. Раз, два. Вау. Сквозная. Да ладно. Вот это да. Я даже услышал, как пулька в стену прилетела, блин, и отскочила обратно. Мне кажется, здесь можно было бы еще 10 слоев добавить. И это детское оружие, блин, мне кажется, оно может спокойно прострелить ногу нахрен. Не, на синях 100% будет. На пах я на тебя проверять не буду, конечно. Нет, не надо. Это оружие меня заставляет задуматься, что же оно может пробить такого более жесткого. Ну, я думаю, стоит взять 10 слоев бумаги. Итак, ребята, готовы 10 слоев бумаги. Я думаю, опять же посмотрим, сколько пробьет для начала пистолет. Мне кажется, он даже один слой не пробьет никак. Давайте проверим. Погнали. На всякий случай от бумаги может отскочить, я думаю. Раз, два, три. Но я думаю, это можно считать за пробитие, потому что здесь реально отверстие. Очень странно, фольга явно гораздо тоньше, чем бумага, но при этом пистолет пробивает всего лишь один слой, что бумаги, что фольги. На то это и дешевый пистолет. Он не причинит вам никакого вреда, можете спокойно вот таким играться, только в глаза не направляйте. А мы перейдем сейчас к следующему оружию. Заряжаем. Я готов. Раз, два. Она зашла. Раз, два, 3, 4, 5. На пятом слое она воткнулась, хотела пробить, но все-таки осталась здесь, между четвертым и пятым слоем. Ну, будем считать пятый слой за пробитие, наверное, потому что все-таки отверстие она сделала, хоть и не полностью. Но мы засчитали у пистолета такое пробитие. Да, поэтому засчитываем и здесь. Готов! Раз, два. Погоди, что? На 9-м, прикинь, вот она лежит. Она в 9-й ударилась. Можно засчитать, что 9-й все-таки пробили. И пулька осталась между 9-м и 8-м слоем. Пробитие прям ровное. Чисто идет ровная линия. И она здесь заканчивается. Для игрушки это просто, это такая мощь. Мне кажется, вот в пенопласте будет очень все тяжело нашим оружием. Вот пенопласт, мне кажется, сможет пробить только дробовик, а у остального оружия, мне кажется, просто пулька застрянет сразу же в первом слое. Остается только это проверить. Погнали устанавливать пенопласт. Начинаем опять с пистолета. Я очень сомневаюсь, что он пробьет что-то вообще. Чисто по приколу решили попробовать. Он настолько слаб. Я думаю, даже пулька не застрянет здесь, она просто отскочит. Раз, два, три. Она просто в меня отлетела и на мне осталась. Ну, как я и говорил, в общем, это слишком слабое оружие. Оно просто, я не знаю, даже стрелять из него неинтересно, потому что оно слишком слабое, ничего не пробивает. Ну, давайте возьмем следующее оружие. Вот сейчас, я думаю, будет поинтересней. Хотя бы один слой, я думаю, должен пробить. Раз, два, три. Что? Она вошла, что ли? Слушайте, ну я даже не знаю. Вот. Пересмотрев сейчас слоумо, мы поняли, что пулька просто застряла внутри пенопласта. Дальше она никуда не пошла. Она просто осталась в первом слое. Давайте возьмем наш дробовик и посмотрим, что же сможет он. Мне кажется, сейчас, возможно, это будет 2. Ставлю на 2 слоя. Погнали, стрельнем из дробовика.
I'll be back. Пенопласт. Ой. Здесь нет предохранителя, я случайно стрельнул. Еще раз. Раз, два. Ух ты! По-моему, это было 3. Вот пулька. Между 3-м и 4-м слоем. Получается, что 3 слоя она пробила. Это настоящий зверь, блин. Таким нельзя играть вообще. Детям нельзя такое продавать. Вы что, гоните, что ли? 3 слоя такого толстого пенопласта. Я думал, это сдержит пульку. Ну, хотя бы 2 сдержит, но сдержала 3 даже. Офигеть. Ребята, я не знаю, возможно, это будет сейчас абсурд, возможно, мы сильно задрали планку, но нам очень интересно узнать, сможет ли пробить стекло дробовик. Я, короче, клянчил у Сереги. Хочу вспомнить детство. Я играл с такими игрушками, но чтоб такой мощный, у меня такого не было. У меня были какие-то обыкновенные, там, вот как был первый пистолет. Ну и палками еще я обычно ходил, сам изображал выстрел, короче. Вот, так что пойдемте. Если одно стекло разобьет, это будет вообще шикарно, реально. В принципе, стекло тонкое, но если 2, это будет вообще идеал. Мы защищены, вы защищены, поэтому не повторяйте это дома. Это делаем мы за вас. Смотрите нас. Раз, два, 3. О, что? Блин, мне показалось, даже 2 пробило, прикинь. Я тоже на секунду, да, подумал, что 2 пробило. Но если бы это было вот так все, конечно. Но это было бы уже точно не детское. Это уже точно было бы не детское, да. Я согласен. Ребята, ну то, что этот дробовик разбил одно стекло, это на самом деле очень удивительно, потому что это всего лишь игрушка. Ну да, конечно, стекло было не такое, как оконное, оно в 2 раза тоньше. Но знаете, если бы вы таким оружием попали в обычное оконное стекло, возможно, вы бы его разбили, поэтому будьте аккуратней. И когда из такого оружия стреляете, обязательно надевайте какие-нибудь защитные очки или маску, иначе реально рикошет может повредить вам глаза. Поэтому, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте побольше лайков под этим видео, подписывайтесь на канал и всем пока!